Всем привет! Сегодня мы отправились в самый элитный магазин нашего города, чтобы купить самые дорогие продукты и приготовить из них самый дорогой хот-дог, насколько это вообще возможно. Поехали! Начнем с винного отдела. Берем очень дорогое красное сладкое вино. Самый дорогой стейк из мраморной говядины. Бешено дорогой сушеный белый трюфель. Также консервированные трюфели. Французский сыр с плесенью. Фаланга камчатского краба. Барбекю соус Джек Дэниелс. Мука самого высшего качества. Сухие дрожжи. Дорогое масло. Органическое молоко. Куриные яйца. Обжаренные орешки кешью. Красный лук. Мини-перцы. Манго из Таиланда. Дорогущий ананас. Салат рамен. Имбирь. Изюм. И приправа карри. Выкладываем на кассу все продукты. Общая сумма покупки 8439 гривен. Но это еще не все. Также мы заехали в специализированный магазин и купили пищевое золото. Оно стоит 1160 гривен. Итого суммарно мы потратили 9600 гривен. В рублях это 26 тысяч. Начинаем готовить хот-дог с теста. Открываем молоко и вливаем 120 мл. Высыпаем пол-упаковки сухих дрожжей. Обязательно немного сахара, чтобы дрожжи быстрее заработали. И все это перемешиваем. Берем пару яиц и разбиваем их в чашу. Также всыпаем 400 грамм муки. Открываем дорогущее масло. И добавляем буквально чайную ложку. Присаливаем. И все, устанавливаем чашу в кухонный комбайн. И через 10 минут замешивания идеальное тесто для булочек готово. Оно вообще не прилипает к рукам. Собираем его в шарик и оставляем в чаше, пусть оно всходит. После чего хорошенько его промешиваем руками. Разделяем комок теста сначала напополам, а затем еще раз напополам. Распластываем пальцами каждый кусочек, делая его овальным. После чего закручиваем. Обязательно защипываем стыки. И выкладываем на противень. Мы сделаем 4 булочки, а потом просто выберем самую красивую. Оставляем в теплом месте, чтобы булочки надулись. Готово. Окунаем кисточку в молоко. И смазываем им тесто. После чего отправляем в духовку. И минут через 20 получаются вот такие булочки для хот-дога. Это странная, это кривая, это толстая, а вот это идеальная булочка. Будем использовать ее. Следующее, что мы приготовим, так это соус, и для него нужно очень много продуктов. У нас тут орехи, изюм, карри, манго, анчо-чили перец, соль, ананас, уксус, масло, коричневый сахар, мини-перцы, лук, ну и корень имбиря. Итак, первым делом ставим сковородку на плиту и вливаем оливковое масло. Сюда же анчо-чили перец. Пока масло разогревается, он будет отдавать свой аромат. Берем красный лук, срезаем хвостик, корень и напополам. Снимаем верхний слой. Делаем горизонтальные надрезы. Затем вертикальные. Ну и крошим кубиком. Весь нарезанный лук отправляем в сковородку. И обжариваем. Берем имбирь и отрезаем небольшой кусочек. Очищаем его. И нарезаем на пластинки. Отправляем их в сковородку. Берем манго и срезаем мякоть вокруг плоской косточки. Дальше берем половинку в руку и делаем надрезы кубиком.
Все это выворачиваем и срезаем кубики мякоти. Также повторяем и со второй половинкой. Отправляем в сковородку и перемешиваем. Дальше берем ананас и срезаем ненужную листву. Также срезаем кожуру. Ну и нижнюю часть. Затем срезаем всю мякоть. И нарезаем все на кубики. Высыпаем в сковородку. Открываем и достаем мини-болгарские перцы. У всех срезаем плодоножку. И вытряхиваем семена. Ну и нарезаем перцы произвольными кусками. Пересыпаем в сковородку. Все хорошенько перемешиваем. Добавляем мягкий карри. Также изюм. Обжаренные орешки кешью. Тростниковый сахар. Немного соли. И еще раз перемешиваем. Накрываем крышкой и на медленном огне томим минут 30. За это время все фрукты и овощи стали очень мягкими. Устанавливаем блендер на комбайн. И перекладываем в него содержимое сковородки. Закрываем крышку и блендерим. Готово! Переливаем все это в специальную бутылочку. Следующее, что мы сделаем, так это топпинги с клешней камчатского краба. Первым делом разламываем фаланги. Открываем их с помощью ножниц. И достаем мясо. Вот сколько его получилось из одной клешни. Дальше нужно разделить крабовое мясо на волокна. Готово. После этого пересыпаем их в маленький судочек. Подсыпаем муку, накрываем крышкой и перемешиваем. Ставим сковородку на плиту и выливаем довольно много масла. Тем самым делаем мини-фритюр. Ждем, пока разогреется масло, и засыпаем волокна краба. Обжариваем буквально секунд 40 до появления хрустящей корочки. Достаем и перекладываем на бумажные полотенца, чтобы в них питался лишний жир. Получается супер дорогой хрустящий крабовый топпинг. Теперь берем стейк из мраморной говядины и срезаем мясо с кости. Дальше нарезаем мясо на пластинки. Затем поперек на более мелкие кусочки. И рубим все это ножом, превращая в рубленый фарш.
Готово. Нам нужен консервированный трюфель. Это очень редкий и дорогой гриб, который растет под землей, и для поиска которого используются специально обученные собаки. Натираем его на терке. Также прямо сверху на фарш отламываем кусочки сыра с плесенью. Открываем дорогое красное вино. И немного выливаем сверху, чтобы придать фруктовый аромат. Руками хорошенько замешиваем фарш. Также нужна натуральная оболочка для сосиски. Промываем ее. И натягиваем сверху на специальную насадку. Засовываем фарш. И как только он начинает наполнять оболочку, завязываем ее на узел. И продолжаем наполнять фаршем. Когда сосиска нужного размера уже готова, завязываем и противоположную сторону, а лишнее обрезаем ножницами. Отправляем сосиску обжариваться на гриль. И через каждые полминуты переворачиваем. А для хорошей корки поливаем барбекю соусом. И размазываем его кисточкой. Еще немного обжариваем и можно снимать. В принципе, все готово. Начинаем собирать хот-дог. Итак, разрезаем булочку. Раскрываем. Открываем книжку с пищевым золотом. И переносим его на булочку. Оно невероятно тонкое. Из первого листа у нас ничего не получилось. Оно не прилипало к булочке. Поэтому мы смазали ее водой. Вот теперь золото прилипает. В общем, пищевое золото материал очень капризный, поэтому на булочку мы потратили все 10 листов. Приглаживаем сухой кистью. Итак, первым делом укладываем салат рамэн. Сверху идет наша самодельная сосиска. Поливаем ее соусом. Открываем сушеный белый трюфель. И выкладываем пластинки сверху. А также крабовый топпинг. Все, на этом самый дорогой хот-дог готов. Для того, чтобы его приготовить, пришлось накупить продуктов на 26 тысяч рублей. По-моему, выглядит он очень красиво. Давайте же его попробуем. На вкус это что-то очень необычное. Вкус вообще не похож на обычный хот-дог. Такой тропический соус, винно-сырная сосиска с ароматом трюфеля и послевкусие камчатского краба. Но, честно говоря, своих денег он не стоит. Какой бы вкусный он ни был, такие деньги отдавать за хот-дог просто ненормально. Как думаете, что самое дорогое приготовить следующим? Пишите об этом в комментариях. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!